Всем привет, с вами Накет. Я сейчас шибанулся чем-то в стол. И как вы поняли, сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Feudal Allow. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием People Playground. Это игра. И сегодня с вами продолжаем играть в игру под названием Five Nights at Freddy's. Господи, Фоксен, я тебя забыл, посмотри. Блок работает, но он почему-то не анимирован. Что? Кто-то из вас... Нет! Нет! А именно им. В том же случае вся музыка его получили. Добро пожаловать к Саске. Мне этого не хватит. Давайте называется Night at Freddy's. Yes! Да. Я поранил свою руку. Сейчас я где-то вот в этом месте. Да, я наконец-то вернулся из отдыха. Они меня стреляют! Где они? Разные, глаза, это прекрасно. Это просто я кому-то телефон в жопу алло. Только закончилось, а я только начал играть в нормальные игры. Хотя пару раз ударить можно, потому что я не снимал видеоролики, часа 5, где-то час-два. Вернулся на свой канал, наконец-таки он принадлежит мне. Сегодня с вами возвращаемся к этой прекрасной игре под названием Ну что, ребята, всем привет, с вами Накет, и я официально заявляю, что меня можно отпить. Отсутствую я на канале полгода, потому что произошли некоторые технические шоколадки. Какие именно, я записал. Итак, первое, это депрессия. Второе, создание игр. Третье, монтаж сотки. Четвертое, вторая сотка. Пятое, поломка компа. Шестое, заболел. Седьмое, минус колонки. Восьмое, ждал, пока все придет. А теперь по порядку. Живой? Итак, первое, с чего начну, это депрессия. Началась она очень давно, еще задолго до зарождения этой планеты. Началась эта история примерно на момент, когда я выпускал видеоролики по Rain World и FNAF, примерно в этот промежуток времени. Тогда я еще не знал, что у меня есть какая-то депрессия, и я думал о том, что просто вот как-то я немного подустал, мне нужно слегка отдохнуть. Оказалось прям депрессия, потому что потом я начал гуглить, осознал то, что у меня какое-то начинается выгорание, а это уже как бы начинается депрессия. Потом все начало ухудшаться с каждым днем, и вот на моменте, когда я уже вообще перестал существовать в этом мире и просто вот так в потолок всегда смотрел, наверное, в этот момент мы начали делать уже игру, точнее, ну, получается, тогда еще игру. Об этом подробнее на канале Артема. А сейчас пока что расскажу полностью про депрессию. Потом она начала развиваться еще больше. И ты была такая жесткая апатия, что открывал ТикТок, листал 3 видео, закрывал ТикТок и смотрел потолок. Да, так было, причем всегда, и не только с ТикТоком, с Ютубом, с любыми приложениями так было. В общем, дальше все докатилось до того, что у меня начали появляться волшебные наклонности, буду называть это так. В конце концов начались каникулы, где я начал отдыхать от школы, отдыхать от всех проблем. Вот, и после того, как мне тогда уже починили давно компьютер, а потом, ну, я начал более-менее возвращаться на YouTube в том видосике, вот, с того видосика, можно сказать, я начал возвращаться на YouTube. Ну и что-то как-то вот более-менее депрессия начинает уходить, и мне становится гораздо лучше, проще и идеально. В общем, на момент, когда у меня была депрессия, Артем такой резко ко мне приходит домой, вот так с ноги дверь выбивает, говорит: мы делаем игры.
Он, короче, нашел программу, а точнее конструктор, который так и называется Construct, только Construct 2, где можно делать разные игры, которые там в 2D. Ну, короче, вот прям минимальный конструктор. Там не надо кодить, то есть ты буквально как из кубиков собираешь себе игру. Только там все было очень так скомкано, знаете, даже не было. Не было. Ну, короче, там было... Ну, как швед. Да, что-то типа этого. Там было очень сложно себя реализовать, потому что там, фиг что сделаешь, если честно. Там просто, я не знаю, как ознакомиться... Там игры. Да, просто как ознакомиться скорее с игровой индустрией, это звучит странно. Он начал беситься из-за того, что как бы, там очень сложно что-либо сделать. И он подумал, где... Вот, я говорю сейчас буквы. Мы хотели сделать FNAF игру очень давно, еще с момента годов. И я решил погуглить, а где, собственно, сделан FNAF. Оказалось, он сделан в Кликтиме, а там это уже... вообще другая программа. Это вообще другая программа, где можно себя нормально так реализовать, потому что там очень много разных интересных функций. Можно сделать очень много всего разнообразного. Короче, как говорится, коллектив не конструктор. В конце концов, он начал создавать там игру про FNAF. Я для нее сделал первые наброски сюжета. Артем по этому сюжету там более-менее ориентировался, по механикам, там все с ним объяснили. И пока он делал механики, на мне стояла задача сделать все текстурки, потому что я еще и этим занимаюсь. Да, вообще всю графику, потому что я делаю графику и сюжет. Он делает музыку, там сопровождение и механики. Все классно мы там разделились. Он когда уже полностью сделал буквально всю игру, там было готово вообще все. Он вот так сделал все такое классно, а потом осознает, поворачивается. А ты что вообще сделал для игры, кроме сюжета? Который там даже не существует, туда еще ничего не добавили, чтобы сюжет, я добавил прям мелочные звуки. Да, чтобы просто раскрыть там сюжет. И на тот момент, когда он меня это спросил, у меня уже была эта депрессия, и из-за этого как бы я ничего не сделал, мне было вообще насрать на прогресс, хоть я и сделал для него сюжет, и все это сделал, там, все это было, что-то мне там даже наполовину было интересно, но мне что-то как-то все равно было фиолетово, вот точно так же. Вот так, да. Короче, в общем, в итоге мы немного отложили этот... И вот Никита увидел Артема. Ладно, всех. Проект немного отложился, и когда он мне более-менее полегчал, я такой, нужно бы хоть что-то сделать, и я сделал что-то там в районе 2 аниматроников, начал делать первые концепты. Это наполовину, не знаю. Начал делать тизеры, начал делать оформление для игры, начал уже подумывать о том, как будет выглядеть менюшка, и все в этом духе. Даже пытался сделать комнату, но у меня это не получилось. Именно поэтому я сейчас 3D-моделированием занимаюсь. На момент, когда я начал создавать еще одного персонажа для игры, у меня начались какие-то неполадки с компьютером. Он начал вылетать, всей этой фигней заниматься, но опять же об этом подумал, потому что я хочу оставить это напоследок. Если вкратце, он просто сломался, потом мы его восстановили, но вы не знаете некоторых подробностей. В общем, когда его восстановили, Артем что-то там поделал немного, там что-то в Кликтиме, туда-сюда, и потом просто резко бомбанул такой и начал делать игры в Unity. Он начал потом что-то там кодить, делать всякие дела, и потом он такой в конце осознал то, что что-то как-то это легче, чем я думал. Ну и понеслась все там говно по трубам. А давай мы по приколу. А давай ты потом скажешь ссылку на игру, которую мы сейчас сделали, вот эту мини-игру, где там в 3D можно. Можно, кстати, попробовать, да. Давай. На данный момент, если хотите... Хватит, Артем. На данный момент, если хотите немного узнать вообще, что мы там создаем, что у нас, какие там проекты, то можете... В описании есть ссылочка на игру. Артем попробует как-нибудь там скинуть файл, потому что я не знаю, как это работает. На игру в 3D в Unity, где вот... что там вообще происходит? Да, что у нас вообще получилось? Там пока что все очень сыро, но уже более-менее работает, так что вот, мне это нравится. Смотрите, заставил двигаться я, а графику сделал он. И чтобы узнавать подробнее, как это и как, Телеграм-каналы. Вообще, все в описании, подписывайтесь. На все. Да, вообще. Неважно. Но это в общем о создании игр. А вот если прям точечно, то я, лично о том, как это делал я. Сначала я заходил в Photoshop и там делал модельки в 2D, делал более-менее какое-то там окружение и все в этом духе. Ну и вот как раз-таки на моменте, когда Артем перешел в Unity, я перешел в Blender. Я уже туда заходил заранее, там делал какие-то проекты, но мне было все равно сложновато это делать, поэтому я такой,
И просто, и все отложилось вообще, все вот так отложилось в долгий ящик. Сейчас зашел, вроде более-менее проще, все равно еще многому научиться надо. Создал те самые модельки, которые вы сможете увидеть в нашей игре новой, которая ссылка в описании. Вот касаемо игр было примерно такое вот у меня все вот это. Это просто гениально, честно сказал. Ну и на данный момент касаемо игр мы сейчас немного отошли от той игры, которую делали на коллективе. Сейчас мы больше вливаемся в игру, которую делаем на Unity. Теперь мы переносимся немного назад, когда мы еще делали игры в коллективе. Как будто звучит так, как будто я вместе с тобой там что-то делал, хотя я просто был, да. На тот момент мы съездили в сотку. Мы очень много раз о ней говорили, ее упоминали, но не говорили, что там такое и что там было вообще. Но с ней произошли очень большие проблемы до такой степени, что ее теперь нету. И вместо нее другая. Если вкратце, то сотка — это когда мы берем 2 человека, 2 велосипеда, херачим в другой город от нашего, наматываем так 100 километров туда и обратно, и приезжаем, получаем вот таких вот люлей от родителей, потому что мы приехали в 3 часа ночи. Почти. Последний раз, да, это было именно так. Чё, последний раз у нас всего 2 раза было? У нас всего 2 раза было. Мы съездили в сотку где-то еще, по-моему, весной позапрошлого года. Позапрошлого года даже, по-моему, да? Чё? В 2022 мы ездили? Да. Мы ездили еще в мае прошлого года. Прошло потом там где-то... Очень много времени. То есть мы съездили и мы и все, да. Сразу типа устали и так берем отдых от YouTube. И буквально пропадаем на очень долгий срок. Да, там что-то в районе 2 или 5 месяцев мы пропали вообще-то. А вот именно монтаж этого видеоролика еще дольше отложился. То есть вот на полгода точно он был. Да, он просто был, лежал. но мы его не монтировали. В конце концов, а что ты это вообще, я так не хочу. В итоге через полгода мы вот так собрались с мыслями, собрались с духом и через страх сели монтировать этот видеоролик, потому что там было что-то в районе 7 часов с первой камеры. И 3 часов со второй. Да, потому что у Артема она на тот момент еще плохая была. Сейчас, слава богу, хорошая. Кстати, у нас была камера ужасная и мой телефон. И мы не додумались поменять камеру и мой телефон местами. Потому что пауэрбанки у нас были. В итоге мы начали монтировать этот видеоролик, и, немного мы там намонтировали. На самом деле. Мы, в общем, отмонтировали день перед поездкой. Ну да. И... Ну, не знаю. Чуть одну третью от дня поездки. 1 миллион. Да, где-то так это было. То есть мы то есть если вот у нас всего весь видеоролик в 7 часов, и вот мы его так отмонтировали, что вот минут 30 отмонтировали. Не самого видеоролика, а всего монтажа. Надеюсь, понятно объяснил, просто сложно объяснить. Всего лишь минут 30 всего видеоролика вообще. Вот. Ну даже 1/4 не было готово. Да, короче, мало мы так отмонтировали. Но это не значит, что мы жалеем о том, что он пропал. Вообще-то жалеем. На тот момент у меня тоже была депрессия. Ну, я думаю, я просто не буду это говорить. Просто вот не буду говорить, что у меня на тот момент была депрессия, потому что вот те моменты до поломки компьютера у меня везде была депрессия. Так вот, когда мне опять стало немного лучше, я уже хотел монтировать видеоролик, Артем куда-то пропал. И из-за этого видеоролик еще отложился. С этим, в принципе, с этой соткой все. Шло время, сотка была все отложено, и в конце концов произошло... Нет, она не всегда была полностью отложена, мы мельком иногда туда заходили, что-то мелкий монтаж добавляли. Ну, это важно даже не считать. Ну и в конце концов мы, не знаю, вообще произошел какой-то волшебный переломный момент просто, и мы поехали во 2-ю сотку, даже не смонтировав еще 1-ю сотку. Мы на самом деле не так хорошо были подготовлены, хоть мы и хотели во 2-й сотке быть идеально подготовлены, Да. нет, мы не были идеально подготовлены. Нет. У нас тоже были немного и гораздо меньше было проблем, как, например, в 1-й сотке, вот, но они явно были. Тут уже проблемы не из-за того, что мы ехали в мае, а из-за того, что мы ехали перед зимой, да, тогда уже даже первый снег начал падать. Вот на момент первого снега, перед зимой мы поехали в сотку, там приехали где-то в час ночи, но об этом, опять же, когда все отмонтируем и выложим, мы там начали уже отдыхать, отдохнули там дня 3, где-то, может, побольше немного, ну и
я уже, типа, начал подумывать о том, что, ну, пора бы монтировать эту сотку, заниматься всей этой Благо, дичью. на тот момент мы еще не скинули все файлы на компьютер. Да, мы еще не скинули все файлы второй сотки. На тот момент я начал садиться монтировать первую сотку. Ну, давайте назовем так. Первую сотку я называю пилоткой, потому что это еще пилотная сотка. А вот как раз-таки вторую сотку я называю первой соткой. Так что фактически это первая. Кого я обманываю? Ну и там примерно через дня, даже, наверное, через недели-две, может даже полторы, я сел монтировать сотку, и начались большие колоссальные проблемы с моим компьютером. Потому что, во-первых, монтаж у меня почему-то начал лагать. Такого вообще никогда не было. Начал лагать, постоянно вылетать. Я не мог просто взять и отмонтировать эту сотку, потому что, ну, компьютер мне не давал. Потом, на момент, когда я, опять же, там делал They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine, but you just can't get into it because they would уже сделать модельку, прям модельку для игры. Ну, короче, в общем, у меня тоже начал лагать Photoshop, тоже что-то вылетать. Начали появляться, причем регулярно, синие экраны. В конце концов, у меня просто компьютер вылетел в BIOS, и, ну, я понял то, что все, его пора чинить, его надо спасать и спасать срочно. Ну вот, мы как бы перешли к поломке компьютера. Рассказываю. Он у меня вылетел в BIOS, я понял, что его пора чинить, и я вызвал мастера. Ну, он пришел, там что-то все посмотрел, сказал, ну, это будет стоить примерно, что-то там 9 тысяч в районе такой суммы было, что-то там, даже, по-моему, 17 мы отдали. Ну, вот что-то 9-17 тысяч, вот в этом районе была сумма. Мы отдали деньги, ну, естественно, после того, как нам его починили. Через несколько дней он приходит, ставит этот компьютер, подключает его. Вижу, что, ну, он его запускает его. Я вижу, что он полностью в ноль, просто там вообще стерто все. Я говорю, а где все приложения? Он говорит, какие приложения? Мне в этот момент мир просто вот так паник, порушился. Я перестал ценить свое существование просто в этот момент. Он тогда сказал, что, ну, что получится спасти, я спасу. Ничего он не спас, да. Потом он говорит, какие приложения? Я говорю, ну, в смысле, приложения, вот, которые вот у меня на компьютере. Он говорит, так ничего нет. Все удалилось. Далее он мне говорит, то что когда запустился BIOS, компьютер начал очищать с первого диска и со второго диска все данные, чтобы вирусы его окончательно не добили. Ну и таким образом он не успел ничего восстановить. Это самое последнее, что делает компьютер, если на него напали вирусы. Ну, то есть, что это как наш организм. Ну, он только не уничтожает сам себя. Это вот, если в наш организм пропали вирусы, то наш иммунитет с ними борется. Вот здесь то же самое. Разными способами он пытается с ними побороться, и это вот самый последний, чтобы компьютер просто не сдох, как у меня, например. У меня был раньше 7-й Windows, как и сейчас, но у меня старый был компьютер, и у него была такая же функция, типа, от вирусов, ну, он уничтожал сам себя. Но эту функцию я отключил, потому что так как я поволновался за файлы, короче, у меня сгорела материнская плата из-за этих вирусов. Мать сгорела. Мать сдохла. В конце концов выяснилось, что у меня один диск, по-моему, диск C или диск D. У меня диск D просто сдох. Он просто сдох. Он удалил диск D, потому что там уже ничего не было спасти. Ну и удалось спасти диск C, но все файлы опять же удалились. И потом я сдерживался очень сильно, чтобы не заплакать, можно сказать, чтобы не заорать просто от боли. И внутри себя придумывал текст, как мне сказать об этом. И позвонить. Да. В общем, когда мастер ушел, я тут же беру телефон, звоню Артему и рассказываю ему обо всем.
Он, ну, просто, он охереваний там, наверное, сидел в этот момент. Он вообще, наверное, ну, просто... Ну, то есть я успокаивал Никиту, а Никита успокаивал меня. В конце концов, мы друг друга успокоили, начали придумывать какие-то моменты, В общем, как это мы можно... быстро нашли решение, как вернуть все с нуля самого. Да, но... Мы очень долго, кстати, и, наверное, до сих пор продолжаем с этого рофлить, то что снова все с нуля. Да, причем не просто вернуть там как-нибудь из, не знаю, из рая вернуть те файлы, которые у меня сдохли, а с нуля прям все заново сделать самостоятельно. Когда мы там более-менее придумали, как там все с нуля сделать, Артем мне что-то, по-моему, на какой-то день пришел ко мне. На первый. Ну да, получается, сломался комп, он сразу же ко мне приходит на следующий день. На следующий день. Огнем из-под ботинок. Ну и мы начинаем все восстанавливать, устанавливаем там все файлы, восстанавливаем вообще все, что можно было восстановить. С тех пор, кстати, когда вот у меня этот комп сдох повторно, я, даже учитывая, что у меня жесткий диск сдох не из-за вирусов, а от старости, я с тех пор перестал пиратить. Ну вообще сейчас любые игры я стараюсь именно покупать, а не пиратить. В итоге мы восстановили все более-менее, ну и все более-менее как раз-таки начало налаживаться до определенного момента. На тот момент я как раз-таки завел телегу, переходите по ссылочке в описании, да, подписывайтесь вот на него тоже, вот тут. После того, как мы починили компьютер, я уже начал задумываться о том, что, ну, как бы вот произошло столько всего, что уже не может быть чего-то хуже, и надо бы возвращаться на YouTube. Как же я ошибался. Прошло, ну, буквально где-то неделя с того момента, я заболел. И заболел жестко на 20... Сколько там? 29? 39,9 у меня была температура. Представляете, какая-то жопа. Я там лежал вот просто Трупом. в пекле, просто трупом, да. У меня было все очень жестко. Я потел везде. Из кровати можно было вот так выжимать мой пот. Мне было очень плохо. Я лежал с гигантской температурой. Меня там подлечили немного. Там врач, который приехал на дом, уехал. Мне стало легчать. И еще где-то неделю или может даже 2 я лежал, можно сказать, кайфовал, потому что, ну, температура уже ушла, но она всегда держалась на 30. Да, она держалась на 37 и 5. Это я ж сколько прогулял-то. Дальше я выздоровел, начал как бы, ну, типа, садиться сюда, что-то более делать, что-то более монтировать, возвращаться на YouTube, там немного что-то выкладывать в телегу, начал там что-то подумывать о том, что снимать, как возвращаться и когда, и у меня ломаются колонки нахрен. Это было относительно недавно, причем сломались не сами колонки, а именно провод от них. Он перестал коннектиться с компьютером. С компьютером. Колонки перестали коннектиться с компьютером, вот так проще сказать. Хотя сами по себе работают. Да, сами по себе они работали, работают. Сейчас могу, не знаю, перепаять как-нибудь. Дальше я ждал, пока мне придут вот эти колонки. Потом мы заказали мне сверху еще сабвуфер, потому что за меня приходит ежемесячно, за меня приходит моим родителям, да, можно сказать, налог. И это довольно много. Теперь каждый месяц мне будут приходить новые ништячки. Например, скоро мы новый стол мне покупаем, потому что с этим неудобно жить. И новый стул, потому что ему уже очень плохо, и он просит о помощи. Мне страшно его показывать. Вот здесь была здесь была одна из досок. Просто, да, ему очень плохо. Ну, короче, мне его жалко уже сидеть на нем. Даже страшно, потому что я боюсь то, что... Потому что я боюсь то, что в какой-то момент я просто сяду и прям на видосе упаду вот так, потому что ножка сломается просто. В итоге мне все пришло. Вот он, тут стоит этот сабвуфер, тут стоят эти прекрасные колонки, тут стоит новая лампа, которую мы заказали, потому что старая у меня лагала. Осталось только штатива дождаться. Ну и вот мы постепенно пришли к моменту, когда я записываю этот видеоролик. Вот, и сейчас какое? Сейчас 3 января, да, получается? 3 января, выложу этот видеоролик где-то 5-го, может, ну да, где-то 5-го, может я 4-го его отмонтирую и в тот же день выложу. Посмотрим. А пока что ждите от меня новых видеороликов, ждите, когда я буду снимать наконец-таки игры, потому что у меня все появилось. Вот, ну а с вами был Naked, всем бай-бай и удачи.